Миллионы людей живут с одной и той же зависимостью, только она не пахнет алкоголем и не выглядит как наркотик. Вы замечали, что радость от покупки длится все меньше? Это не вы меняетесь. Это маркетинг взял под контроль ваш мозг. Посмотрите до конца, и вы увидите, что интернет-зависимость начинается с простого клика, а заканчивается потерей свободы выбора. От Китая до Бразилии, от Австралии до Германии. Огромное количество людей пристрастилось к бессмысленному и беспощадному шопингу. Компульсивное поведение в современном мире – не редкость. Английское compulsive произошло от латинского compella – «принуждаю». Когда человек пытается уйти от вызывающей у него психологический дискомфорт реальности, он становится заложником различного рода навязчивых ритуалов. Их главная примета – чрезмерность. Компульсивными ритуалами могут быть шопоголизм, булимия или чрезмерная приверженность к чистоте и порядку. Совершая подобные действия, человек пытается вытеснить из своей жизни боль и тревогу, снять напряжение. Вряд ли кому-то из нас неизвестно такое выражение, как «заедать стресс». Компульсивные ритуалы, которые подпитываются постоянным чувством незавершенности, беспорядка, нехватки чего-то, требуют для себя все больше времени и места. Так, компенсирующий шопинг может запросто превратить вашу квартиру в кладбище ненужных вещей. Когда вы незаметно для самих себя станете профессиональным шопоголиком, страсть к покупкам будет вами плохо осознаваема, практически неподконтрольна, чревата огромными дырами в бюджете и другими неприятностями. Ученые считают, что компульсивный шопинг существует, вероятно, столько же, сколько деньги и рынки. Феномен кранкхафте Кауфлюст – патологическое желание покупать. Немецкий психиатр Эмиль Крепелин описал еще в 1899 году. Но с тех пор ситуация ухудшилась многократно, выйдя далеко за рамки анекдотов про женщин, чья страсть к покупкам не знает меры. Исследования говорят, что современные мужчины подвержены компульсивному потреблению не меньше женщин. Причина – взрывной рост электронной коммерции. Пожалуй, не так много найдется людей, которые ничего не слышали об Amazon, Shein или Temu. Но основная угроза исходит даже не от онлайн-площадок как таковых. Проблема в стратегиях, которые они используют для продажи товаров в интернете. В прошлом году, например, Европейская комиссия заявила о рисках, связанных с вызывающим привыкание дизайном сервиса Temu. Анна Лемке, психиатр из Стэнфордского университета, указывает, что интернет, по сути, превратил безобидный и вполне обыденный шопинг в эпидемию наркомании, которая распространилась по всему миру. Изучая потребление в США, Турции, Польше, Германии, Индии, Бразилии, Южной Корее и Пакистане, ученые констатировали, что почти треть студентов относится к компульсивным покупателям. Но особую обеспокоенность вызывает ситуация в Китае. По данным Хэппин-Хэ, который исследует маркетинговые стратегии в Шэньчжэньском университете, компульсивным потреблением страдают 29,1% китайцев. Хэ бьет тревогу и предлагает дать этой зависимости официальный медицинский диагноз. Пока же в международной классификации болезней и диагностическом и статистическом руководстве по психиатрическим расстройствам DMSM такого заболевания нет, поскольку нет научного консенсуса относительно причин этого явления. Одни говорят о нем как о разновидности обсессивно-компульсивного расстройства. Другие считают зависимостью, активирующей пути вознаграждения по тому же принципу, что алкоголь и наркотики. Все более популярным становится взгляд на компульсивный шопинг и как на некое подобие игрового расстройства. А вот оно-то как раз в 2013 году было включено в 5-е издание DSM и подробно описано. Формирование зависимости от шопинга развивается по классической схеме, которой следует любая другая зависимость. Сначала люди делают это для развлечения или решения проблемы. Потом с помощью шопинга пытаются справиться с тревогой, депрессией, одиночеством или скукой. Если это срабатывает, компульсивный ритуал повторяется до тех пор, пока он не меняет мозг. В университете Шарлотты Фризениус просканировали мозг 18 человек, которые пришли в клинику с проблемой шопоголизма.
При просмотре фотографий торговых центров, товаров и сумок у них активировалась дофаминовая система вознаграждения в полосатом теле. То же самое происходит у наркоманов. Дофамин ослабляет систему контроля в префронтальной коре до тех пор, пока человек не перестает контролировать свое покупательское поведение. Роль дофамина косвенно подтверждается и данными о лечении болезни Паркинсона. После ударных доз дофаминергических лекарств пациенты зачастую демонстрировали крайне неадекватное потребительское поведение. Например, носили по 3 золотых ожерелья одновременно, могли купить сотни карманных часов или десятки старых, непригодных для использования автомобилей. В 2021 году 138 специалистов из 35 стран предложили завершить научную полемику и остановиться на термине «расстройство, связанное с компульсивными покупками». Однако с этим согласились не все. Термин предполагает, что такой диагноз у человека либо есть, либо нет. На самом же деле картина намного сложнее. Это расстройство спектральное, такое же, как алкоголизм. У одних зависимость от алкоголя может быть слабо выражена, а других она приводит к катастрофическим последствиям. В 2020 году швейцарское исследование показало, что в выборке из 1000 человек только 3% действительно были зависимы от онлайн-покупок, а еще 11% находятся в группе риска. Не будем забывать и о том, что у 100% шопинг в той или иной степени будет включать систему вознаграждения. Сложность в том, что таблеток от компульсивного шопинга не существует. Единственный эмпирически подтвержденный метод лечения – когнитивно-поведенческая терапия. Главным инструментом профилактики компульсивного потребления остаются параметры розничной среды, которая может вызывать или усугублять проблемный шопинг. В погоне за прибылью веб-сайты и приложения подрывают возможности пользовательского самоконтроля. На это работает множество приемов: интеграция покупок с соцсетями, бонусные баллы, рулеточные колеса скидок, таймеры обратного отсчета, предложения рассрочки. Еще одним опасным достижением в области онлайн-шопинга являются лутбоксы, представляющие собой микс шопинга и азартных игр, интегрированных в некоторые видеоигры. Их воздействие является непреодолимым для многих людей, хотя лутбоксам до сих пор удается избегать тех видов регулирования, которые применяются к игровым автоматам. Технологические инновации онлайн-бизнеса развиваются гораздо быстрее, чем исследования и регулирование. Анна Лемке с сожалением констатирует, что современные сообщества больше склонны внедрять меры, стимулирующие потребление, а не предпринимать шаги по предотвращению разрушительных последствий зависимости от шопинга. В результате миллионы людей продолжают бесконечный бег в потребительском колесе, снова и снова активируя дофаминовую кнопку в своем мозге. Мы сами построили мир, где скидки сильнее разума, а дофамин — новая валюта. Не дайте маркетингу украсть вашу свободу. Ставьте лайк, пишите, что думаете, и подпишитесь. Вместе попробуем выйти из этого замкнутого круга.